Первое июльское утро в Феодосии. Красота! Город просыпается, движение усиливается. Кто был в прошлом году в Феодосии, приятно удивиться, как она изменилась и похорошела. Дорожки необыкновенные. Наш замечательный Комсомольский парк отреставрированный, ухоженный. А сколько роз посажено вдоль дорог. Разные, на любой цвет, вкус и запах. Это Комсомольский парк в районе Динамо и улицы Маяковской. Любимое место отдыха горожан. Дорожки во все стороны. Хочешь на самокатах, хочешь на велосипедах. Вот новую площадку совсем недавно поставили в виде замка. Это уже для самых маленьких. Потому что сделали отдых для всех возрастных групп. В тени крымских сосен можно посидеть, отдохнуть на новых скамеечках. А это вот детские аттракционы. Собрали все уже со всего парка в одно место. Очень компактно для отдыха семейного. Замечательно. Детская площадка ухоженная такая, с покрытием, со всякими приспособами, каких во дворах нету. А тут вот такое сделали. Ну и вот этот атовизм бегает уже, наверное, не одно поколение выросло на таком аттракционе. Поезд тихо ехал на Бурга. Время 7 утра, а тут уже полно народу. Все занимаются. И вот такие силовые, и вот такие еще для взрослых, и для маленьких. Уже кто успел занять. Стараются прийти сюда пораньше, пока жары нету, и позаниматься. Чистота, порядок. Уже все успели убрать. Все уже приготовили. Просыпайтесь и занимайтесь. А это наши знаменитые такие стилизованные развалины под старину. Есть и старые камни, и новодел. Ну, в общем, красиво. Здесь можно подышать свежим воздухом. Дети тут в лабиринтах любят поползать. В общем, Феодосия — это получается у нас семейный отдых. А за забором парка уже начинается море. Из парка по дорожке выходим к пляжу Динамо. Это такая у нас спортивная база Динамо. Но пляж общедоступный, круглосуточный. Здесь вот предлагают экскурсии. Если есть желание и время, можете проехать. Тут у нас небольшой такой вот переход через железную дорогу. Поезд ходит только один. И электрички на Владиславовку и оно. Пляж Лазурный на Динамо. Тут вот кафе Султан с чебуреками, с татарской кухней. Здесь кафе недорого, вкусно и по-домашнему.
с видом на море, пожалуйста, аппетит разгуляется после того, как искупаетесь. Море не шевелится сегодня. Замечательный пляж такой, песчаный, метров 50 шириной, но в 2 уровнях. И когда там волна есть небольшая, можно подняться чуть выше. И вид на маяк, на порт. Красота. Оборудован кабинками, навесами. Можно взять шезлонги. Музыка не играет, тихо, хорошо. Семейный, хороший, спокойный отдых. Тут можно поподтягиваться. Навесы новые сделали, грибки, шезлонги. Можно сделать массаж. Раньше, конечно, здесь еще были старые деревья оливковые, но они уже были опасные. Их убрали и сделали вот такие вот навесы. Тишина, красота и покой. Как на любом пляже есть спасательный пост. Для детей тут заготовлены ванночки. На прокат можно взять, чтобы не тащить с собой и не покупать, такие вот надувные детские приспособления. Шезлонги на прокат, катамараны. Хороший тихий отдых уставшим от городского шума людям. Водоросли убираются, даже если шторм и выбросит что-нибудь на берег, тут убираются. Потому что за каждым пляжем закреплен собственник. Ну, вот видите, дистанцию соблюдается хорошо, нормально. Даже во время пандемии, ковида можно смело здесь отдыхать. Прокат велосипедов есть, массаж, прокат вон саббордов на любой вкус и кошелек. На входе на пляж соблазняют же хот-догами, горячие кукурузы. Кто не может расстаться с этими привычками, пожалуйста, покупайте. Лазурный берег, пляж. Тут же продаются всякие принадлежности для морского отдыха. И вот прокат за 1 час 100 рублей. Ну, вот это с пляжа дорога опять к переезду и Комсомольскому парку. После солнца на пляже можно зайти назад в этот парк и пройтись по тенистым аллеям. Прохладно. Хороший район для отдыхающих, где все компактно собрано. И море, и парк, и аттракционы, и магазины, и крымский рынок рядышком. Наслаждайся, удивляйся и радуйся, и запасайся здоровьем на целый год. В кои века появились туалеты,
Один платный, один бесплатный даже есть, на удивление, на противоположных сторонах парка. Очень необходимый объект появился в Комсомольском парке. Такой благоустроенный, стильненький. Молодцы. Арендатор, видно, земли. И условия поставили, и он вот это вот все сделал. И роз посажены, и заборчик поставлен, и для инвалидов въезд. Так что тема эта такая, ну, необходимо нужная. Перемещаюсь с пляжа Динамо на следующий пляж. Благоустроенные дорожки. Это вот улица у нас Федько. Тут буквально, может быть, метров 600-700 до следующего пляжа. Поэтому скучно стало на одном, можно перебраться на другой. А это вот такие дома для отдыхающих. Номера сдаются. Ну, опять повторюсь, на любой вкус и кошелек. По дороге на пляж Жемчужный такие вот оазисы у нас природные. А там на горизонте новые гостевые такие дома, апартаменты построены. Тут у нас речка течет. А это мостик через речку Байбугу. Меценат городской благоустроил. Спасибо ему. Вот такая вот. В 17-м году. Ну и все, начинается пляжная Мекка. Со всеми атрибутами. Ходите на экскурсии. Посмотрите, как у нас клёво. Разнообразие. Судак Новый Свет у нас завтра. Великолепнейшая экскурсия. Если не были, приходите. Были. Вот Сарыголь, хорошая кухня тоже. Хвалят. И везде объявление сдается жилье. Железная дорога в Феодосии проходит практически по берегу моря. И поэтому, когда идешь на море, ее приходится пересекать. Вот это вот апартаменты. И народ идет на пляж. Это выход на Черноморскую набережную Феодосии. И встречает вас тут же пиццерия, суши. Ну а тут вот, пожалуйста, и столовая. Тут пляж намного шире, чем на Динамо. Песочный такой ракушечный, широкий, очень. Пиво с добрыми традициями качества. И массажный рай. И, конечно же, вот грибочки, шезлонги. И главная радость и достопримечательность – это Феодосийский залив. Прекрасное море, проверенные пляжи, проверенное дно, безопасно и для детей, и для взрослых. И самое главное, что можно соблюсти дистанцию. Не лежат друг у друга на головах. Цель моих сегодняшних съемок – поделиться с вами радостью. Как изменился наш город, как он похорошел. Если что-то вам понравилось или хотите задать вопрос, я буду отвечать с удовольствием.
на все ваши вопросы по нашему замечательному, многовековому городу.